Готы – те, кто сокрушит Рим. Облачным днем сурового балтийского лета к песчаным дюнам побережья причалил корабль с кормой в виде головы лебедя. Ступая по колено в холодной воде, на берег вышли мужчины в мягких кожаных сапогах. Их длинные волосы спутывал сильный ветер, а бороды, тронутые сединой, выдавали в них опытных воинов, которые приплыли сюда не в первый раз. Следом за ними на берег осторожно выходили женщины и дети. Пока мужчины внимательно рассматривали местность вокруг, к берегу один за одним приставали лебединые корабли. Шел II век нашей эры. Из Скандинавии на Балтику переселились племя готов, чье имя скоро узнает весь западный мир. Ведомые своим королем берегом, готы покинули родные края где-то в Скандинавии. Скорее всего, это был остров Готланд, земля готов, в буквальном переводе, или изрезанные берега Южной Швеции, где тоже немало прекрасных мореходов. Из-за большого числа людей скудные земли уже не могли прокормить всех желающих, а разбой, обычный для германцев тех времен, не имел смысла. Соседи были так же бедны, как и они сами. Предстояло найти новые, более счастливые края. И почти 100 тысяч человек, по рассказам историка готов Иордана, переселилось единовременно на землю Прибалтики, а последними к берегам причалили корабли гипидов, родственников готов, которых стали именовать так именно с тех пор, как ленивых или медлительных. Оказавшись в низовьях Вислы, готы напали на давно живших тут вандалов и ругиев, других германцев. Те уступили скандинавам, сдвинули соседние народы на юг, создав проблемы для Рима, но готы решили уйти еще дальше, в другие края, в какую-то священную землю Оюм, что в верховьях Днепра. Уже под руководством нового короля Филимера, готы прошли насквозь леса и болота нынешней Прибалтики и России и вышли к степной зоне сегодняшней Украины. Археологи обнаруживают масштабные перемещения населения этого региона, их отход к северу, следы осад и военных действий в городищах. Готы явно шли напролом, легко круша непокорных и отгоняя более слабых в лесные чащи, не встречая себе достойного соперника. В те годы нынешняя Украина и Россия были территориями с глухими лесами, где проживали многочисленные финские, балтские и славянские племена. В военном смысле они были довольно слабыми, в их поселениях удивительная бедность, почти отсутствует ценный инвентарь для того времени, но многое указывает, что такие поселения часто атаковывались пришельцами, уводящими население на юг. Пришельцы использовали трехлопастные стрелы с пиктограммами на них. То были сарматы царства Фарзоя. Они стали единоличными хозяевами степей Европы после падения Боспорского царства и всегда были готовы разжиться, если не имуществом, то молодыми и здоровыми рабами. Поэтому противнику готов обнаружился быстро. Выйдя в более благоприятные для жизни районы нынешней Киевщины, готы вступили в сарматские земли, которыми правил царь, успешный и опытный полководец, который превратил заштатный город Ольвию в мощный региональный центр, богатеющий на торговле, в том числе и невольниками из окрестных племен. Фарзой копировал структуру скифской державы. Сами сарматы вели кочевую жизнь, не производили ничего и занимались только войной. Производство продовольствия, оружия и украшений было уделом племен, подвластных их царю, которых расселяли рядом с месторождениями железа или торговыми путями в небольших городищах под контролем кочевников. Сарматы устраивали целые облавы на лесных жителей, проникая далеко вглубь на север и приводя тысячи невольников, которых превращали в рабочую силу или потом продавали в Рим и Константинополь. Конница сарматов, напоминающая рыцарскую времен короля Артура, была страшным оружием, противостоять которой могли очень немногие. Поэтому восстания, если и были, то быстро подавлялись степняками. Вообще победить сарматов в степи – примерно то же самое, что афганских маджахедов в горах или русскую армию в зимний период. Нужно быть или также адаптированным к местным условиям, или найти какое-то волшебное средство, например, исключительное воинское мужество. Готы смогли победить. Мы не знаем достоверно, что происходило в степях. У сарматов не было своего летописца, а готский историк Иордан был уже слишком далеким от тех событий. Но мы видим в захоронениях готов копья, на которых изображены скандинавские руны со значением «рази», «бей», а на другой стороне сарматские тамги,
племенные эмблемы, в том числе и тамга самого царя Фарзоя. У сарматов же в погребениях находим германские щиты с умбоном, типичные для готов. Все это хранилось среди самых значимых вещей. Свидетельствовали это мучительные и тяжелые войны, когда ненависть к врагу достигала предела, а трофеи хранились среди почетных вещей или, напротив, это остатки союзов между ними временного характера. Вероятно, сарматской конной лавине готы противопоставили свою стену щитов, знаменитый германский хирт из копейщиков. Наверное, больше у них ничего и не было. Это была тяжелейшая война, потребовавшая от готов изучить степные приемы боя. Со временем у пехотинцев и мореходов готов появится мощная кавалерия и прекрасные лучники, явное подражание степнякам. О том же рассказывает исландская сага Ахервер, где идет речь о войне гуннов. Под последними, вероятно, нужно понимать сарматов. Сарматы отступили на восток, отказавшись от своих прав на эти земли и северные народы. Готы основали свою империю Ойум, на левом и правом берегах Днепра, левой частью правил род балтов, а правой амалы. Столицей стал некий основанный ими город, который в сагах именуется Архимар, а у Иордана просто как место на Днепре Донапарстадхир или Донпарстад. Готы подчиняют себе окрестные народы и выходят к берегам Черного моря, разрушая Боспорское царство и последнее пристанище скифов в Крыму. В 250 году нашей эры вождь Нива вторгается в Мезию, где с переменным успехом они продвигаются вглубь империи. Император империи Деций возглавил поход на готов, настигнув их в землях современной Болгарии, но поход с самого начала стал неудачным. Готы разгромили вспомогательные отряды, случайной стрелой готов был убит Август Герений Этруск, и император неуклюже объявил это ничего не значащей смертью лишь одного солдата. Решающее сражение произошло у города Абрита, где поначалу римляне опрокинули готов и начали их преследовать, но затем оказалось, что это ловушка. Что римляне попали в топкие болота, а готы, сделав заранее мостки и заготовив длинные копья, просто перекололи всю тонувшую в топях армию римлян, включая и самого императора Деция, позор Рима которого не было со времен Ганнибала. Деций стал первым императором, погибшим в бою и лишившийся трети своих легионов. Новый император спешно заключает с готами позорный мир, а Деция причисляет к героям-мученикам, затем отменяет это и придает его имя проклятию. Рим в панике и замешательстве от появления нового и опасного врага у своих границ. Вскоре дает о себе знать и скандинавское прошлое. Их флот разоряет Фракию, Афины и Коринф в Греции. Как и викинги много лет спустя, готы на своих узких суднах двигаются как по рекам, так и по морям, собирая кровавую жатву до того, как римляне успеют подтянуть подкрепление. Они вторгаются в Дакию тяжелой пешей ордой с намерением там закрепиться, и только вмешательство императора Аврелиана, бросившего восточную кампанию по такому случаю, отогнало их назад. Он со своим мощным войском нанес готам тяжелые потери и отбросил на границы Лимеса, предотвратив их масштабный набег на Грецию. Тем не менее, Аврелиан скоро оставляет Дакию, так как она постоянно подвергается нападениям и переселяет живших там римлян за Дунай. Готы понимают все правильно. Рим сдает позиции, отступая под их натиском. Тем временем готы достигают пика своего могущества. Римское серебро и украшения встречаются у всех германцев, даже невысокого статуса. Готские мечники и копейщики – желанные гости в рядах наемников империи, а конницы и лучники германцев уже немногим хуже, чем у сарматов. Кто в силах им противостоять на равных? Готами правит король Германарих из рода Амалов. Это могучий вождь, проживший более 110 лет. После того, как король Готов-Гиберих отошел от дел человеческих, через некоторое время наследовал королевство Эрманарих, благороднейший из Амалов, который покорил много весьма воинственных северных племен и заставил их повиноваться своим законам. Немало древних писателей сравнивали его по достоинству с Александром Великим. Список покоренных им народов ставит в тупик ученых уже многие столетия, скорее всего Морденс и Мёренс – это известные нам мордва и миряне. Гольти-скифы некие золотые, возможно царские скифы, все прочие же не могут быть однозначно причислены к каким-либо конкретным народам древности. В то же время готы и герулы вступают в междоусобную войну, в которой король герулов Аларих терпит поражение. Это свидетельство начала распада готов на две группы – западных или вестготов, визиготов,
и восточных или остготов, герулы же покинут их еще раньше, переселяясь западнее. Племя это очень подвижно и еще более необыкновенно высокомерно. Не было тогда ни одного другого племени, которое не подбирало бы из них легко вооруженных воинов. Хотя быстрота их часто позволяла ему ускользать в сражении от иных противников, однако и она уступила твердости и размеренности готов. По воле судьбы они, илуры, также, наряду с остальными племенами, покорились королю гетов Эрмонариху. Наши предки-славяне хотя и стали менее притесняемы в сравнении с временами сарматов Фарзоя, но также страдали от зависимости, ведь готы нападали и на них. После поражения эрулов Эрмонарих двинул войско против венетов, которые, хотя и были достойны презрения из-за слабости их оружия, были однако могущественны благодаря своей многочисленности и пробовали сначала сопротивляться. Но ничего не стоит великое число негодных для войны, особенно в том случае, когда и Бог попускает, и множество вооруженных подступает. Эти венеты, как мы уже рассказывали в начале нашего изложения, именно при перечислении племен, происходят от одного корня и ныне известны под 3 именами – венетов, склавинов и антов. Хотя теперь, по грехам нашим, они свирепствуют повсеместно, но тогда все они подчинились власти Эрмонариха. Умом своим и доблестью он подчинил себе также племя эстов, которые населяют отдаленнейшие побережья Германского океана. Он властвовал таким образом над всеми племенами Скифии и Германии, как над собственностью. Царство Германариха охватывало огромную территорию, от Балтийского до Азовского морей и от предгорий Урала до Дуная. Но власть эта не была такой, как у Рима или у Фарзоя, не было грабительских походов за рабами или истребления целых племен. Готы правили так, как будет править Европа времен феодальной раздробленности. На внешних границах кипит война, но внутри подданным царства достаточно мирно и комфортно. Вассалы имеют свои обязанности по уплате дани, но могут иметь и своих вассалов. В их жизнь готы мало вмешиваются, не стремятся держать население в кабале и униженном состоянии, и в ту эпоху намечаются признаки настоящего расцвета Восточной Европы, который не состоялся по такой причине, что иначе, чем рука судьбы, это назвать нельзя. Гунны и готы долго жили рядом, не подозревая о существовании друг друга, пишет Иордан. Их разделяла болотистая местность и река, тем не менее гунны воюют с сарматским племенем аланов почти 30 лет и побеждают их, только измотав противника постоянной войной, о чем германцы наверняка должны были слышать. Гунны живут за Меотитским озером до Ледовитого океана. Дикость их нравов безгранична. Они похожи на животных или грубо отесанные чурбаны. Они способны выносить всяческие неудобства и лишения, так как вовсе не употребляют огня и не умеют готовить хорошую пищу. Они живут исключительно кореньями, травами и сырым мясом всяческих животных, которые несколько размягчают тем, что кладут его на спину лошадей и ездят на нем. Они кочуют как скитальцы на своих телегах. Эти телеги их жилища, там сидят их жены. Одежда у них льняная или кожаная, шитая из шкур полевых мышек. Так живут они, подобно неразумным животным, не понимая разницы между добродетелью и пороком, ни имен уважения к религии. Союз гуннов и аланов дал им необходимое военное разнообразие, тяжелую и легкую конницу с непревзойденными лучниками. Гунны свирепствуют на Кавказе, но пути в европейскую часть континента не знают, пока не помог случай. Однажды, как гласит легенда, гунский царевич охотился у границ их царства и загнал в реку молодого оленя. По их верованиям нельзя было убивать животное, загнанное в такие обстоятельства. Царевич решил подождать, а олень, нащупывая дно, понемногу перешел реку вброд. молодой гун сделал правильные выводы, и уже через год орда гунов и аланов ворвалась в земли готов, как яростный ураган. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.